Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в своем доме. Иначе, таким образом, делая именно эти действия, вы привлекаете нищету, безденежье, проблемы со здоровьем, с финансами и взаимоотношениями в своем доме. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «потенциал», чтобы раскрыть свой внутренний потенциал и достичь высот в своей жизни. Вы знаете, для того, чтобы энергетика жилья была сильной и положительно влияла на всех, кто в ней живет, нужно не лениться уделять ей много времени, а также применять на практике знания и советы, которые передались нам от наших предков. Для того, чтобы помочь нам находиться под защитой и уберечься от зла и негатива, который по незнанию может привлечь в дом каждый из членов своей семьи. Энергетика дома очень важна, ведь когда она положительная, то это помогает всем членам семьи возобновлять и укреплять свое биополе. В таком доме приятно находиться, настроение хорошее, сон крепкий, отношения между членами семьи отзывчивые и добрые. Если энергетика жилья негативная, то и жизнь всех членов семьи в данном доме будет наполнена проблемами и неудачами. Из такого дома будет хотеться поскорее выйти на свежий воздух, так как тяжелая энергетика будет давить со всех сторон и вызывать неприятные эмоциональные ощущения. А выйдя на улицу, человек будет ощущать положительный эмоциональный прилив. В доме не должно находиться вещей и предметов, которые вам не нравятся, которые вызывают неприятные ощущения или же воспоминания, так как, глядя на них, в дом будет притягиваться и ненужный негатив, а с каждым новым днем он будет приумножаться. Вы ведь знаете, что негатив притягивает негатив, а положительная энергия притягивает положительную. Поэтому все, что вас окружает, все, что вы видите, должно вызывать у вас только прекрасные эмоции, ощущения и, конечно же, это будет помогать вам приумножать хорошие энергии. Дом считается нашей крепостью, которая способна укрывать нас от всего плохого. И как только мы перешагнем его порог, поэтому нужно всячески беречь дом от негатива, чтобы потом не пришлось пожалеть о последствиях. Поэтому важно правильно убирать свое жилье, ведь от этого напрямую зависят положительные или отрицательные энергии, какие в этот момент будут привлекаться в дом. Поэтому никогда не стоит мыть полы после захода солнца, так как такое действие незамедлительно притянет в дом нехорошие энергии, наполнит отношения в семье проблемами и бедами. Когда будет заканчиваться одна проблема, сразу будет возникать следующая, и исправить это будет очень непросто. Если вы будете убирать после захода солнца и еще и в воскресенье, то такие действия разрушат вашу семью в короткий период. В семье будут происходить измены, предательства. Если вы будете убирать после полуночи, в дом придет страшная беда. Поэтому, если от вас ушли гости в такое вот позднее время и вы желаете убрать, в таком случае обязательно зажгите тоненькую восковую свечу, обойдите ней трижды по дому, проговаривая при этом такие слова: «Я энергии плохие в дом не привлекаю, беду через порог не пропускаю, огонь от всего дом мой защищает, только светлыми и сильными энергиями его наполняет, энергетику имеющуюся укрепляет». Свечи дайте догореть, затем сделайте уборку, но только основное, все то, что можно сделать утром, перенесите на это время. Когда закончите, свечу выбросите. И вот такой вот простой совет поможет вам справиться с домашними делами и не навлечь на свой дом и всех, кто в нем живет, беду. Не стоит мыть полы после захода солнца, так как такое, казалось бы, безобидное действие притянет в дом темные сущности, влияние которых неблагоприятно в первую очередь скажется на самом старшем члене семьи. Его будут мучить ночные кошмары, голову будут посещать негативные мысли, возникнут проблемы и с суставами. Если не взять за правило убирать на рассвете или же в первой половине дня, то в таком доме никогда не будет денег, а вот финансовые проблемы станут обитателями данного дома.
Лучшими днями для генеральной уборки являются четверг и суббота. Придерживаясь этого правила, в доме всегда будет достаток и благополучие. Нельзя ни в коем случае убирать, если вам или кому-то из членов семьи нужно уезжать в дальнюю дорогу, так как неприятности будут преследовать на каждом шагу, и вместо удачной командировки вы получите проблемы, неприятности, недопонимание, а вместо хорошего отдыха и положительных эмоций вас будут ожидать эмоциональные расстройства. Никогда не давайте никому убирать в своем доме, так как если у человека нечистое сердце, он с легкостью разнесет негатив по всему вашему дому. А если уборку в вашем доме затеет тот, кто завидует вам, вашей семье, то отношениям в ней, то вы потеряете то, что такой бы человек хотел иметь в своей жизни очень в скором времени. Не нужно убирать в доме и в великие церковные праздники, или даже накануне праздника, так как в это время грань между энергиями очень слабая, и любое неправильное действие может нарушить это все и разрушить все то, что создавалось на протяжении долгого периода времени. Не стоит рисковать и пробовать, как данное действие скажется именно на вас и на вашем доме, так как неприятности, вызванные таким вот действием, могут коснуться различных сфер жизни. Но в большинстве первыми под удар попадут отношения в семье и здоровье. Поэтому правильно распланируйте свое время и приведите свой дом в порядок заранее. И тогда в праздник вы притянете в дом только хорошие энергии, а вместе с ними и приятные события. Не стоит при уборке открывать в доме окна, если на улице непогода, идет дождь или гроза, так как в это время энергетика не очень благоприятна, а вы ее впустите в дом, еще и поможете ей быстро по нему распространиться. Не нужно убирать в доме в тот день, когда к вам должны приехать на смотрины невесты или в день свадьбы, так как таким необдуманным поступком вы лишите молодую семью счастья, и в большинстве случаев их отношения не дотянут до свадьбы, а если и дотянут, развод не заставит себя долго ждать. В каждом доме должен быть веник, так как это не только ваш помощник по дому, но и ваш оберег. С его помощью в дом можно привлечь больше финансов, счастья, успех. Веник должен быть целым и после каждой уборки ополаскиваться под проточной водой со следующими словами: «Все, что ты, помощник мой, во время уборки плохое собрал, вода пусть уберет, прочь от дома унесет». Так вы будете его правильно очищать, и он не будет во время следующей уборки разносить по дому негатив, который подобрал в предыдущее использование. Веник всегда должен стоять только щетиной вверх, тогда изобилие будет поступать в данный дом. Если не соблюдать такое вот простое правило, то изобилие, достаток, наоборот, покинет ваш дом. Если будете держать его лежа, то таким образом вы разозлите домового. Нельзя выметать веником через порог, иначе финансы в самый неподходящий момент будут покидать ваш дом. Категорически нельзя никому давать веники из дома, так как вы просто разрушите энергетику своего жилья, и что бы вы ни делали впоследствии, и каким ритуалом не прибегали, сделать ее прежней и крепкой у вас не получится. Ваш веник только ваш и находиться должен только в вашем доме. Если веник испортился, поломался, его нельзя держать в доме, так как это привлечет к вам безденежье, поэтому как только с ним что-то произойдет, замените его на новый. Но если даже веник и крепкий, то все равно раз в год нужно его менять. Но обязательно делать это по всем правилам. Если этого не сделать, а вынести и выбросить его на мусор возле дома, то данную семью будут ожидать беды и проблемы со здоровьем. Если же сжечь, то из семьи уйдут взаимопонимания, будут возникать постоянные конфликты и выяснения отношений. Цветы – это не только украшение вашего дома, но и сильный энергетический источник. Но часто люди заводят в доме цветы, вазоны, не обращая внимания на то, что это за растение, а просто покупают потому, что вот данное растение в данный момент очень сильно понравилось. И здесь допускают большую ошибку, ведь растения способны как очищать энергетику жилья, так и привлекать тяжелые энергии.
Есть и категория растений, которые называются вампирами, и они, находясь в доме, не только портят энергетику жилья, но и отбирают хорошие энергии у всех членов семьи, ослабевая их биополе и этим делая их слабыми. Поэтому перед тем, как принести в дом нового жителя, обязательно изучите все, что с ним связано, чтобы последствия не были плачевными. Так, например, незамужней девушке нельзя в доме держать плющ. Это приведет к тому, что мужчины будут виться вокруг нее, но крепкие отношения она ни с кем из них не сможет построить, не говоря о том, чтобы с кем-то вступить в брак. Белые калы не должны быть в доме у замужней женщины, так как это привлечет к ней слезы и огорчения. Фикус будут высасывать энергию всех домочадцев. Из-за этого к ним с легкостью будут привлекаться болезни, недомогания, депрессия и апатия. А вот бамбук хорошо, наоборот, иметь в доме. Он будет помогать быстро вам расти по карьерной лестнице, получать хорошую зарплату и иметь уважение в коллективе. Также он способен притягивать в дом энергию счастья. Роза приумножит имеющуюся в доме любовь, а будет окружать пару взаимопониманием, будет уберегать от завистников. Толстянка поможет уберечь семейный бюджет, сделать так, что деньги в нужных количествах и в нужный момент будут поступать в дом. Если на ней завязать на 3 узелка ниточку красного цвета, она отгонит весь негатив из дома. Если привязать к ней монетку желтого цвета, она запустит беспрерывное движение потоки светлых энергий, в том числе и денежной. В таком доме никогда не будет ни в чем нужды, даже в моменты, когда будет казаться, что деньги вот-вот закончатся. Они будут появляться как бы из ниоткуда. Не принимайте, не дарите цветы в горшках, так как горшок способен приносить в дом негативные энергии, особенно если такое растение принесет человек, от которого веет негативом и злом. Если у вас цветок зацветет в неположенное для него время, это означает, что дом наполнился негативной энергетикой. Таким образом, цветок старается вам на это указать, потому что если так у вас произошло, обязательно поблагодарите его за это и срочно проведите тщательную энергетическую чистку жилья. Если у вас засох цветок, не держите его в доме. Вынесите, оставьте на природе в таком месте, чтобы по нем никто не ходил. Он уберег вас от сглаза или, что еще хуже, от порчи, приняв весь негатив на себя. Заведя растения, люди часто забывают или не имеют времени за ними ухаживать. Протирать листочки, вовремя поливать, убирать отцветшие цветочки и листочки, которые подсохли. Но так поступать нельзя, потому что растение – это оберег вашего дома. Оно всячески будет стараться вам помогать и притягивать светлые энергии, но взамен будут нуждаться в уходе и в любви. Поэтому, если увидит, что вы к нему неправильно относитесь, может начать оказывать вам противоположный результат. Если вы не готовы много времени уделять цветам и вазонам, просто не заводите их. Так вы убережете себя и энергетику жилья от негатива. Нельзя держать в доме и сухоцветы, гербарии, увядшие букеты, так как это очень опасно и будет притягивать в ваш дом мертвую энергию, которая с очень большой скоростью разрушит энергетику всего, что будет вокруг них находиться, окажет и, соответственно, влияние на домочадцев. У многих людей в доме есть домашние животные, но также и многие люди не подозревают о том, что животное – это сильная энергетическая батарейка, и чем больше любви и заботы животное питомец получает, тем больше и лучше энергетика в доме. Если ему комфортно, то в дом будут поступать только хорошие энергии, стабильный доход, любовь и благополучие. Животное способно защищать от энергетики недоброжелателей и возвращать им ее обратно. Если посмотреть за поведением животных, то всегда можно распознать, какой человек и с какими настоящими эмоциями к вам пришел. Если животное злится, не дает к себе подойти, то так и знайте, что лучше больше данного гостя не звать в свой дом, чтобы не разрушить его энергетику и не обрести ненужные проблемы. Нельзя обижать животных, проявлять к ним агрессию, так как в таком доме будут происходить несчастья, неудачи, беды.
Болезни придут к тем, кто позволяет себе такое обращение. Если человек этого не осознает, что может попасть даже в тяжелую аварию или же погибнуть. Животные – это дар от Вселенной для того, чтобы помогать с их помощью тем людям, которые ее заслуживают. Но если Вселенная увидит, что вы не находитесь в числе таких людей, вы никогда не получите то, о чем вы мечтаете, и хорошие энергии будут обходить вас стороной. Если вы не готовы стать домашнему животному хорошим другом, не заводите его и не испытывайте таким образом судьбу. Но если наоборот готовы, берегите животное, балуйте его, и вы увидите, сколько всего прекрасного придет в вашу жизнь. И даже если на данном этапе есть какие-то неприятные моменты, они быстро останутся позади. Чистое сердце, доброта всегда получает что-то прекрасное в свою жизнь. Ну и, конечно же, Вселенная не оставит такого человека без своего внимания и заботы. Не принимайте в доме людей в искренности, чистосердечности и доброжелательности, которых вы не уверены. Лучше отказать такому человеку в визите, даже если это ваш близкий родственник, и он обидится, чем потом восстанавливать поврежденную энергетику, убирать негатив, который он в него принесет, тратя на это много энергии и сил. В ваш дом должны быть вхожи только те люди, которые добрые, которые искренние. Тогда энергетика всегда будет целой и светлой, чем будет радовать всю семью. Поэтому, девочки и мальчики, соблюдайте эти советы в своем доме. Если ранее на что-то не обращали внимания, пересмотрите свои действия, так как порой дается второй шанс, и нужно его не упустить, не ленитесь. Учите что-то новое и живите прекрасной жизнью среди любящей семьи. В доме с сильной и положительной энергетикой. Не забывайте, все в ваших руках. Главное, немножечко желания, времени и сил. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии обязательно напишите слово «потенциал», чтобы действительно раскрыть свой внутренний потенциал и достичь больших высот в жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.